Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодня невыносимо жарко. Такая жара началась, температура поднялась. Невыносимо. Так эта жара меня достала. Уже сколько можно. Жарко, жарко. Лучше бы опять была зима. И вот так всегда у меня в жизни. Все не так, как я хочу. Вот мне хочется холода, а сегодня жара. Ну и что жара? Я буду мужественно ее терпеть. Я вытерплю эту жару. Только что я вас прокатила на эмоциональных горках, в которых я вначале злилась, потом страдала, а потом героически, мужественно терпела. Ну, а теперь по порядку. Я специально надела для вас тулупчик для того, чтобы показать, как мы эмоционально реагируем и как мы свои эмоции из-за этого не воспринимаем. Давайте представим, что вы в межсезонье вышли из дома, и температура колеблется, еще непонятно, что на себя надевать, и вы слишком тепло оделись. И тогда будет ощущение, что погода нападает на тебя. Все пространство нападает на тебя. Я сниму тулупчик, чтобы мне настроение было получше. Мне не было жарко и мне не было дискомфорта. Ну, вы этот тулупчик держите в голове, он поможет нам с вами исследовать наши эмоции. Это вторая лекция про эволюцию эмоций, школы эмоций. Итак, я в межсезонье, на улице, и на меня как будто нападает все пространство. Нападает тем, что оно не предоставляет мне оптимальных условий для моего существования. И наше восприятие субъективности, оно в изобилии нам поставляет этого ощущения нападения на нас, как будто нас атакуют. И если я не разграничиваю то, что я чувствую, если я не понимаю, что это мои эмоции, то я не буду даже воспринимать, что я сейчас эмоционирую. Вот я, возмущающаяся в начале этого ролика по поводу жары, была злой, была негодующей, была агрессивной. Но изнутри я это так не чувствую. Изнутри я воспринимаю происходящее как реагирование на внешнее. И человек, который мог бы быть рядом со мной, он бы почувствовал мою токсичность, мою агрессивность. Но изнутри я это так не воспринимаю, потому что я не воспринимаю реагирование как наполненность изнутри своими эмоциями. Что происходит, например, в жару? Вспомните мой тулупчик. Итак, я вышла на улицу, и моя нервная система, моя психика сигнализирует мне: плохо, не так, некомфортно. Фактически я нападаю на себя изнутри своими эмоциями. Помните, мы с вами на первой лекции школы эмоций разбирали поведение младенца, который в утробе лежит, и там все неплохо, а потом он рождается, и как будто внешний мир атакует его звуками, температурой, голодом и так далее, и так далее. И если я не воспринимаю сигнал изнутри, моя психика сигнализирует дискомфортно, то я буду воспринимать его как нечто внешнее, атакующее меня. Вот это генеральная диссоциация с нашими эмоциями. Я не воспринимаю себя злой, я реагирую на нападение на меня, в нашем примере температурой. То есть она напала на меня. И любое несоответствие, несинхронизация с тем, что мне хочется, будет восприниматься как нападение. То есть основная эмоция
который у нас в изобилии, это злость. Многие почему-то недовольство не считают злостью. Но это злость. И если бы это недовольство вырвалось в слова, и вы бы его озвучили, оно бы звучало как злые слова. И в этой атакованности жарой я фактически нахожусь в атакованности своими эмоциями. Но и они меня не атакуют, они сообщают о дискомфорте. Давайте представим, что человек нам говорит: нет, я не могу сделать то, что ты просишь. И мы будем из субъективности, из мира, где в центре нахожусь я, воспринимать это как атаку. То есть фактически мы атакуемы своими эмоциями, мы атакуемы сообщением нашей психики о том, что что-то идет не так, как нам надо, но из-за того, что мы не привыкли эмоции воспринимать как идущие изнутри, мы воспринимаем другого человека как атакующего нас. То есть я продуцирую это изнутри, но из-за отсутствия навыка присвоения я назначаю второго атакующим меня. И так как это все происходит в один момент, человек говорит нет, поднимаются эмоции, я не понимаю, что мои эмоции – это мой продукт, который я генерирую изнутри. Если бы мы с вами очень сильно замедлили этот кадр, то мы бы увидели, что сначала человек говорит нам «нет», потом через какое-то время идет эмоциональная волна, и мы эту эмоциональную волну, генерируемую изнутри, не воспринимаем, а воспринимаем другого как атакующего меня. И так как в присутствии этого человека поднялись эти эмоции, мы автоматически отдаем ответственность ему за эти эмоции. Как, например, жара. Когда я на улице ощущаю, что мне жарко, мне хочется обвинить в погоду за то, что она неблагосклонна ко мне. Она не хочет быть дающей мне желаемое. Видите, когда я обвиняю погоду, мироздание, сезонность, вращение Земли вокруг Солнца, это слышится глупо. Я понимаю, что это я сигнализирую о жаре неудовлетворенностью. Но когда касается дела другого человека, то тогда нам это не кажется смешным, хотя суть этого процесса такая же самая, тот же самый алгоритм. И на эту атаку, да, атака – это некое агрессивное явление, то есть атакуемость. Вот мы постоянно ощущаем себя атакуемыми миром, не совпадающим с нами. И на эту атаку мы реагируем злостью. И эту злость мы тоже не воспринимаем как внутренний продукт. Мы воспринимаем ее как защиту себя. Вот я наругалась, как говорят детям, наругайся на стул. Я наругалась на погоду, которая меня атаковала. Я выплеснула свое недовольство. Я обвинила ее. А она плохая, она неправильная погода. Или же я могу начать обвинять себя. Зачем я надела этот тулупчик, на улице жара? Но видите, как будто я все время ищу сатисфакции, компенсации. Как будто мне все время нужен кто-то виновный, тот, из-за кого я страдаю.
И с точки зрения исследования внутреннего мира здесь не так уж важно. Я буду обвинять себя в том, что я надела этот тулупчик, или я буду обвинять погоду в том, что она не такая. Механизм один и тот же. Я реагирую недовольством. Но это недовольство я не воспринимаю как свою злость, а я воспринимаю как реагирование на обстоятельства. Я могу пойти в другую сюжетную линию. Я могу начать страдать, что жарко. Помните, как в начале этого ролика я страдала, что мне жарко. Эта жизнь невыносима, она несправедлива, и еще и эта жара. То есть я по-прежнему воспринимаю температуру как атакующую или поведение другого человека как атакующее, но я не злюсь, а страдаю. Это исходит из той же системы координат, где в центре я, где мир вокруг меня. Вот в этом мире, в этом мировоззрении, где в центре я, мы имеем вот эти основные реакции. То есть человек очень предсказуем, когда он зациклен на себе. Он или злится на нетождественное, или страдает от нетождественного. Но он не воспринимает эти эмоции как генерируемые изнутри. У него нету границ. У него нету понимания, что я продуцирую, а что происходит вовне. Погода имеет сезонность. Здесь происходит множество атмосферных явлений. Земля вращается вокруг Солнца, и погода складывается по 2000 причинам. И когда я думаю о погоде как о явлении, не связанном со мной, как происходящем помимо меня, то тогда эмоционирование на погоду выглядит нелогичным и глупым. Тогда я нахожусь вот в этой системе координат, где не я живу в мире имени себя, а я живу в миру. И по поводу этого мира испытываю какие-то эмоции, я их продуцирую. Здесь я уже понимаю, что это моя эмоциональная реакция на жару, а не вынужденная, как будто жара принуждает меня что-то чувствовать. Давайте представим на человеке, когда другой отказывает мне или не соглашается со мной. Фактически это погода, которая не тождественна тому, что я от нее ожидаю, не тождественна моей одежде на данный момент. Человек не согласен со мной. И если я буду воспринимать его в мире имени себя, то он будет атакующим. И на атакующего человека я его атакую, если я не боюсь сдачи. И это возможно в данных обстоятельствах. Или же я буду демонстрировать ему свое страдающее лицо, которое показывает ему, как он сделал мне больно. Или же я могу идти в третий паттерн поведения, мне пофиг. Мне пофиг, что ты мне отказываешь. Но все равно я обрабатываю событийность, как будто я центр этого мира. Когда я вам говорила про погоду, про сезонность, про солнце, то мы с вами говорили, что есть множество причин. Вот у человека, который со мной не соглашается или отказывает, тоже множество причин. Он такой же процесс, как погода, который исторически складывался, много лет шлифовался, у него есть свое мировоззрение, и он говорит это нет и отказывает мне по каким-то своим причинам. Несомненно, я могу влиять на это. Мое поведение влияет на его отказ. Но он не нападает на меня отказом. То есть, когда мы с вами говорим про эмоции, нам важно понимать, что нам надо выйти из этой парадигмы, где на меня нападают. Воспринимать
событийность мироздания не как нападение из-за нетождественности. Потому что если мы с вами будем так его воспринимать, то мы сами себя запутываем, и все наши последующие выводы будут ложными. Это во-первых. А во-вторых, наши эмоции будут бурными. Они будут избыточными. В мире имени себя избыточные эмоции. Они заполняют меня всю. То есть моя реакция на жару может утихомириться только тогда, когда я жару отделю от себя, сделаю ее не нападающей, а бытийствующую саму по себе. Эта жара есть и для многих людей. А жара это не в моем мире, а жара вокруг, а я внутри этой жары. Точно так же и с людьми. Когда мы воспринимаем это как атака, мы не можем анализировать, что происходит. Мы не можем понять причины. Мы слишком эмоционально заряжены, и мы эту эмоциональную заряженность сдерживаем или слезы, или злость, или же вообще отмораживаемся, это называется, мне пофиг. Вот и жара, мне пофиг, я буду идти в своем тулупе. Некоторые люди так демонстративно делают какие-то акции даже. Это состояние героя, которому пофиг. И человеку нравится вот это состояние, да, мне пофиг. Но если я воспринимаю поведение другого человека из этой системы координат, где он напал, и я терплю или молчу, или сдерживаю злость, то я оттуда буду обижаться на него, буду злопамятной или злословной. Вот это затаить обиду. То есть если я ситуацию не смогу проанализировать, выйдя вот в это мировоззрение, то моя обида, мой осадок, моя злость, моя боль, она никуда не денется, она не перерабатывается. Вот люди говорят контейнирование эмоций. Да, красивое слово, но обычно это все заканчивается рационализацией. То есть человек себе как-то объясняет. Он даже объясняет, что другой меня отказал, потому что у него настроение плохое, или он неправильный человек. Это рационализация. Это не переработка эмоций. Мы можем с вами эмоции переработать только в этой системе координат. В этой системе координат мы будем или злиться, или терпеть, или отмораживаться. А в этой системе координат мы выходим с вами уже в сложный мир причины и последствий. Когда мы ситуацию воспринимаем не как нападение, а как событие, где мы один из персонажей в этой событийности. Мы, несомненно, на нее влияем, но влияет тысячи обстоятельств на отказ человека. Вот эта невозможность отдельности, жару воспринимать как жару, происходящую сейчас, в моем городе, где я живу, или же холод воспринимать как холод, который сейчас на той территории, на которой нахожусь и я, порождает вот это ощущение атаки мира на меня. Как атакуют очередь в магазине, как атакует кто-то, кто сел на мое место, как атакует член семьи, который не выбросил мусор, как атакует близкий, который поздравил не так, как надо, с днем рождения. То есть, видите, когда мы выводим в сознание эту парадигму вот этого вечного мученика, атакуемого миром, то мы с вами выходим из пространства аффектов. То есть другой, отказывающий мне, я могу аффективно на это прореагировать, только если его отказ – это персональное нападение на меня, как персональное нападение жары. И если там нету персонального нападения, то тогда не будет аффекта. Тогда человек, отказывающий мне, не нападает на меня, он озвучивает отказ. И тогда
мы с вами можем уменьшать свои эмоции, не придумывая какие-то теории, не терпя, не оставаясь злопамятными. А они уменьшаются, потому что мы с вами фактически перемещаемся в другую систему координат восприятия. То есть, если с нами происходит что-то эмоционально заряженное, то для того, чтобы прекратить эмоционировать бурно, ну, некоторые люди прям упиваются этим, да, но этот ролик точно не для них. Они упиваются своим праведным гневом, нравится вспоминать, фантазировать, как на них напали. Нравится атаковать другого в голове. То есть вот эта вот система координат, вот эти вот атака другого, или же упивание своим страданием, как меня атаковали, как я страдаю. Или же вот эта игра в геройство с дурным блеском в глазах, а мне пофиг тогда. То есть если вы уже хотите выйти из этого мира непонятных эмоций, который постоянно нас сотрясает, и непонятно, что с ними делать, то для уменьшения их мы перемещаемся с вами вот в эту систему координат. Есть события, и есть мое реагирование эмоциональное. И я делаю вывод о том, что происходит, не на основании своих эмоций. Мои эмоции сигнализируют о том, что в тулупе сейчас жарко. Они не сигнализируют мне о том, что погода плохая или погода неправильная. Отказ другого человека, он не сигнализирует мне о том, что человек неправильный, что он напал, что он плохой. Мои эмоции на его отказ сигнализируют о том, что не получилось так, как я хотела. Почему? Это уже следующий вопрос. Надо разбираться. Но мы с вами выходим из многих процессов, которые не дают нам мыслить, жить, развиваться, сохранять отношения, строить бизнес, реализовывать свой потенциал. Потому что мы с вами залипаем в этом мире, мы в нем увязаем, и мы не можем дальше двигаться, потому что мы не понимаем, что делать с этими возникающими эмоциями. Вот так. Надеюсь, вам было полезно. Попробуйте это все прочертить, то, что я говорила, записать. Если вы не конспектируете, то, конечно, это вряд ли останется в уме. Конспект помогает. Попробуйте описать какие-то свои жизненные ситуации в комментариях. Тоже по этой схеме. Восприятие из мира имени меня и восприятие из мира, где я один из. Это два разных мира, и перемещаясь в мир, где я один из, я участвую в процессах этого мироздания, наши эмоции тут же присваиваются, они тут же воспринимаются как внутренние, а не как внешние. И уходит вот это ощущение мстительности, обиды и так далее. Ты учишься понимать себя и понимать других, и учишься не обвинять. Не через «кто виноват» мыслить, а через «что происходит». Все последующие лекции об эмоциях будут уже непосредственно на школе эмоций, которая начнется 7 июня. Будет 2-3 трехчасовых практикума лекции. Так что приходите к нам, будет интересно. Также попрошу вас оставлять свои комментарии, описывать и, делясь этим опытом, учить других и учиться самому выражать в слова свои ощущения. Ну, а если вы не готовы на такие жертвы, то поставьте сердечко, например, в комментариях. Я с вами прощаюсь, до встречи.